Депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов, депозитов. В соответствии с новым законопроектом временно свободные средства Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов будет позволено размещать в облигации Банка развития Республики Беларусь, который финансирует убыточные госпроекты. А благодаря увеличению сроков обращений за возмещением вкладов в 2,5 раза с 2 до 5 лет, таких временно свободных средств станет гораздо больше. Чем это грозит белорусам? Первое. Еще 9 июня этого года мы предупреждали о том, что режим лишит белорусов гарантий по возврату вкладов. Новый закон зафиксирует это как факт. Средства, гарантирующие белорусам возврат вкладов, больше таковыми не являются. Превращенные в облигации Банка развития, они будут направлены на поддержку убыточного госсектора, финансированием которого он занимается, и навсегда пропадут в этой черной дыре. Второе. Сами вклады будут также конвертированы в облигации Банка развития, и вместо живых денег вкладчики получат эту макулатуру. А трюк с увеличением сроков обращений вкладов нужен лишь для того, чтобы освободить побольше средств. Но этот грабеж режим пытается преподнести вкладчикам наоборот, как расширенную гарантию, якобы если будут проблемы с возвратом вкладов сейчас, то в течение 5 лет мы уж точно все вам вернем. Примечательно, что 1 октября Нацбанк выпустил свои облигации на сумму 60 миллионов рублей и вышел с ними на торги белорусской валютно-фондовой биржи. При ставке рефинансирования, которую, кстати, устанавливает Нацбанк, в 9,25% ставка по выпущенным облигациям всего лишь 5%. Тем не менее, часть из них уже кому-то в кавычках продали на 16 миллионов рублей. Добровольность такой покупки вызывает большие сомнения, но нет сомнений, что точно так же будут продаваться и облигации Нацбанка, и облигации Банка развития через принуждение к приобретению, а фактически грабеж населения. Что в этой ситуации делать белорусам? Забираем свои вклады и рассказываем поступить также своим друзьям и родственникам. Только так мы убережем свои сбережения. Второе. Снимаем наличные. В ответ на махинации режима мы должны полностью отказаться от использования банковских карт и перейти на наличные. Не забывайте, вся надежда режима именно на наши деньги, особенно в условиях жестких санкций. И мы должны лишить режим этой надежды. И это обеспечит тот результат, которого мы все с вами ждем.